Приветствую всех любителей природного земледелия. В первом видео про органическое земледелие, которое вышло в 2022 году, мы показывали, как с помощью соломы сформировать дорожки, чтобы в межсезонье можно было ходить по огороду и не утопать в грязи. С того момента мы получили много критики относительно этих дорожек, и так как вопросы и критика продолжают пребывать, я решил прояснить все. Итак, такое мы не делаем каждый сезон, а сделали только первый раз, чтобы сформировать технические проходы по огороду. Тогда мы только купили эту землю, и нужно было разметить и адаптировать участок под умное органическое земледелие. На момент подготовки этого видео, 18 марта, наши дорожки и грядки выглядят вот так. Вы можете видеть, что вся солома впрессовалась в почву, смешалась с другой органикой, и у нас есть дорожки с твердой поверхностью по всему участку. На экране вы можете видеть грядку с остатками от пищевых отходов, которые вносились всю зиму. Так было по всему участку, но я оставил одну грядку, чтобы показать вам, как это было и что остается к весне. Разумеется, эту грядку мы также очистим. Нас часто спрашивали, зачем делать дорожки, если осенью и зимой там нечего делать в огороде. Есть две причины для этого. Во-первых, после сбора урожая и до начала нового урожая, а это период 7-8 месяцев, мы вносим в почву органику в виде пищевых отходов. Таким образом, мы вносим в почву питательные вещества и кормим почвенные микроорганизмы. Ведь мы же не можем только вынимать из почвы полезные вещества. Мы должны и вносить в нее также. Иначе в выращенных продуктах будет очень мало полезных минералов и витаминов. А нам нужны продукты не только чтобы набить желудок, но и получить от них пользу для здоровья. Из бедной почвы вы ничего полезного не получите. Именно так мы поддерживаем экосистему участка. В такой почве достаточно пищи для бактерий, прочей живности и растений. Также частая критика типа «там будет полно мышей в вашей соломе». Нет, солома быстро утрамбовывается, и вы ходите по плотной дорожке. Следовательно, и ветром солома не разносится, она спрессовывается и лежит как дорожка. Постепенно солома перерабатывается почвенными микроорганизмами и становится удобрением. Далее мы восполняем это покрытие за счет добавления сена, скошенных сорняков и прочей органики. Таким образом, дорожки по всему участку являются инкубаторами для размножения нужных микроорганизмов и удобрением для почвы. Весной мы сгребаем остатки органики с рабочих грядок на дорожке и там их оставляем. В течение сезона влага, тепло и бактерии преобразуют все это в удобрение. Таким образом, земля на нашем участке весь сезон получает питание, полна полезных микроорганизмов, а они, в свою очередь, ведут борьбу с патогенами и разными болезнями почвы и растений. То есть мы питаем не локально каждое растение в лунках, но весь участок. И так поддерживаем здоровой всю экосистему участка. В итоге мы получаем не только пищевые продукты, но одновременно и лечебные продукты, которые богаты минералами, витаминами и прочими полезными фитовеществами. Вторая причина, зачем нам дорожки по всему участку, это дикоросы. У нас чистая и здоровая земля, и дикоросы, растущие на ней, очень полезны для здоровья. Это природная аптека под ногами. С появлением первой зелени до самых морозов мы употребляем дикоросы, и у нас их на участке очень много видов. Если бы не было дорожек, то мы бы часто месили грязь, а с этой техникой нет проблем. Если у вас остались вопросы, оставляйте комментарии, я отвечу.